Это первый дом от меня, который смог реализоваться сразу в двух направлениях. Цена рейда больше 80 ракет. И сейчас я объясню, как у меня это получилось. Ни для кого не секрет, что чем больше внутри дома всяких пиков, прострелов, дырок для контроля всяких проходов, тем легче оборонять свой дом в онлайне. Согласитесь, если вы построите себе монолитный кубик с 3 стенками до шкафа и вас придет рейдить какой-нибудь клан, вы вряд ли сможете что-то сделать в данной ситуации. Ошибка пингачка. Напротив, если у вас будет подготовленный дом для онлайна, китайский клан вас все равно снесет, но у вас будет хотя бы шанс подефаться и получить именно те эмоции, за которые мы все так любим эту игру. В сегодняшнем доме я совместил эти две стихии. Только представьте, у вас будет дом и для онлайн, и для офлайн защиты одновременно. Идея такова. Вы строите основу вашего будущего дома. В нем будут куча отстрелов, мои имбовые пиксельные пики для руфкемпа, бункер в мейн, опенкор на 10 ящиков и, само собой, турели, которые будут контрить все это дело. А помимо этого, даже когда ваш дом недостроен, вы уже сможете им полноценно пользоваться. Ведь здесь все так же есть мой любимый первоначальный отстрел, который в будущем превратится в нелутаемый склад оружия, забрать лут с которого будет стоить 11 тысяч серы. А на строительство всего дома у вас уйдет чуть больше половины ящика ресов. Вот вы построили дом и думаете, не, ну этой ночью меня по-любому бахнут. Но это не является проблемой, ведь вы можете построить территорию к этому дому, которую я вам сегодня покажу, и тем самым увеличить стоимость рейда вашей базы до 80 ракет. И это если знать, куда бегать. Внешние бункеры, различные пиксели, комбат спавн, опенкор, турели, ветряки, ПВО и я, который сейчас покажу тебе все это изнутри. Как всегда, внешний дом выглядит просто блестяще. К нему можно сделать 2 внешних шкафа, но делать их вам не обязательно, дом можно построить и без них. Сама КППшка входа на территорию является неким спавном, а также таким вот отстрелом. Стрелять отсюда можно как во внутренний компаунд, так и за его пределы. Но в маленьких ящиках можно хранить все для онлайн-защиты. На самой территории у нас достаточно много места, а также есть автоматические турели, которые находятся за 2 сетками. Также на территории есть такие пристройки, на которые можно залезть и начать отсюда стрелять. Я потом объясню, зачем они нужны, а пока что знайте, что с помощью них можно контролировать большую часть территории под домом. С другой стороны дома находится НПЗшка, а также второй выход из территории. Дом симметричный, все здесь везде одинаково. Но вот сам вход в дом всего лишь один. И за его защиту отвечает эта турель. Это максимально продуманный и удобный для использования второй этаж. Здесь есть 2 лутовые на 10 ящиков, которые сплэшем не ломаются, 3-й верстак для всяких крафтов, 2 нелутаемых локера, которые находятся на месте первоначального отстрела, а также, куда же без этого, турели, которые через рампы стреляют прямо на наши лутовые. Ну и само собой, за МВК дверью располагается МВК бункер. К нему мы попозже еще вернемся, а пока что давайте посмотрим отстрел. Потому что отстрел это самое лучшее, что есть в этом доме. Но это не точно, потому что вы еще весь дом не видели. С этого отстрела можно контрить сразу 2 входа на территорию. И помимо этого здесь располагается огромное количество отстрелов вниз и вдаль, с которых также можно контролировать всю внешнюю территорию вашего дома. Помните, недавно у меня выходил ролик с моими новыми пиксельными отстрелами? И здесь я решил реализовать то же самое, но только немножко в другой вариации. Вас убить в такие щели будет весьма сложно. Но если кто-то решил залезть к вам на крышу, то у вас есть специальное приспособление для общения с ними. Равнодушных к этому точно не будет. Самое важное на отстреле это вот эти рампы, которые дают максимально точную информацию над тем, что у вас происходит на 2-м этаже. Ну и само собой, рядом с этой рампой находится комбат спавн, чтобы можно было выйти и начать оборонять свой дом. В офлайне все это будет выглядеть таким образом, чтобы турель в любом случае стреляла вниз и контрила ваше место спавна, само собой. Со 2-й рампы у нас наисочнейший пик на спуск в мейн, а также непосредственно на сам вход в дом. Ну и прямо над той турелью, которая контрит у нас весь отстрел, у нас и есть подъем на крышу. Здесь также есть 2 турели, а также просто огромное количество пиксельных пиков. Вас убить во все эти щели будет весьма сложно. И плюс вы можете регулировать, насколько сильно вы будете выглядывать с них. И еще, если вам захотят эти турели, которые на крыше, снести с коптера, сделать это будет весьма сложно, потому что их практически не видно. Как вы можете заметить, по этому дому очень быстро передвигаться. В выживании пользоваться этим домом будет очень удобно. Теперь давайте покажу вам сам мейн и бункер. Чтобы его открыть, нужно встать на спальнике и сломать 2 соломенных потолка. Один потолок у нас находится в свободном доступе слева, второй находится за 2 окнами справа. Чтобы открыть этот бункер, нужно ломать сразу 2 потолка. То есть, сломав один, любой бункер не откроется. Ну а чтобы его закрыть, делайте так, как это делаю я на видео. Сразу вижу комментарии, что этот бункер как-то снаружи можно открыть и обойти его. Вот вам тесты, обойти этот бункер не получится. А значит, его по-любому придется взрывать. Ну а обслуживание всего дома перед вами. Для такого дома это весьма маленькие цифры. Но это я вам еще всякие прикольные фишечки не показывал. По дому хочется срезюмировать следующее. Им очень комфортно пользоваться на вайпе. Он достаточно просторный и имеет большое количество ящиков в удобном доступе. Но если смотреть с точки зрения офлайн защиты, этот дом весьма
весьма слабенький, ну, центровина. Но это целиком и полностью компенсируется такими бункерами, в которых с каждой стороны находится по 2 ящика и один большой аккумулятор. У нас получается с этой стороны 2 бункера, и с другой стороны у нас также есть такие же 2 бункера. А значит, для вскрытия 4 этих железных бункеров понадобится уже 30 ракет. Но не 30, ладно, 28. Также в сегодняшнем гайде я вам покажу, как строить такие бункерные мультишкафы. У вас таких будет 2 штучки, и это добавит к рейду еще 14 ракет. Но на самом деле даже это еще не все, потому что в нашей КППшке находится еще одна нычка. Это называется Pixel Gap, и там находится по 2 ящика в каждой. Чтобы забрать с 2 сторон все, еще 14 ракет надо потратить. Итого, в сумме, чтобы забрать лут со всей улицы у этого дома, придется выложить как минимум 55 ракет. А у нас же еще и центральный дом будет, в котором мы выживать планируем. Не каждому хватит забрать все. За время, пока я работал над этим домом, на Бусти у меня вышло сразу 2 новых ролика. Это 13 и 14 приватный дом. Первый дом предназначен для соло-дуо игроков. Он имеет пиксельный отстрел, 2 бункера и уникальную систему шкафа, которую я пока еще нигде не видел. Второй же дом — это уже массивная база на целый вайп, с внутренними бункерами, компаундом, комбат-спавнами и турелями, которые находятся за 3 сетками. И всего лишь за 2 бакса ты получишь доступ к этим 2 домам, а также ко всему остальному контенту, что я туда публикую. Ссылку на Бусти я оставлю в описании под роликом. Обязательно подписывайся, ты не пожалеешь. Как всегда, я рекомендую сразу накинуть будущий план фундаментов дома. Здесь у нас будет основа с треугольниками, но только добавится 2 квадрата. Центровина у нас будет из МВК, все остальное железное. И далее начинаем строить стартовую кибитку. На начало вам понадобится как минимум 1 двойная дверь. Я буду улучшать сразу в конечный вариант. Вы же можете делать поначалу все из камня. Обратите внимание, чтобы у вас был бункер в этом доме, шкаф нужно ставить именно сюда, потому что дальний треугольник нам потом понадобится. Сейчас я вам покажу самое идеальное расположение всех вещей в этой кибитке. По итогу у вас здесь будет 5 печек, первый верстак, 2 больших ящика и 2 маленьких. 2 спальника можно положить посередине в произвольном порядке. Снаружи все это дело должно выглядеть именно так. Ну а глазами игрока вы должны понимать, что пользоваться всем этим будет очень удобно. И металла быстро наплавите на дополнительные двери. Вторую дверь, кстати, можно поставить прямо здесь. Далее, как подкопить ресов, сразу делаем выход на 2-й этаж. Здесь у нас будет выход через одиночную дверь. Это нужно будет для будущего бункера. Впоследствии здесь все в металле, а нижняя стенка в МВК. Подниматься домой мы будем с помощью соломенной крыши. Снаружи это будет выглядеть примерно как-то так. На первое время более чем подойдет. Далее смотрите, видите квадратный фундамент? Напротив него устанавливаем проем для двойной двери. С обратной стороны аналогично. И потом застраиваем так, как это делаю я на видео. Не забудьте, что здесь у нас есть еще первоначальный отстрел. Стекляшками на данном этапе вы вряд ли все это дело закроете, потому что у вас их не будет. Поэтому скрафтите хотя бы деревянные решетки и поставьте их, чтобы к вам никто не залез. А пока я строю отстрел, хочу вам с радостью объявить абсолютно новый формат турниров на лонг-сервере Раструма. Теперь побороться в увлекательной схватке за 100 000 рублей могут не только огромные кланы, но и все желающие игроки нашего проекта. Подробности турниров будут во всех наших группах. Не пропусти глобальный вайп 8 марта в 14:00. Я играю только там, заходи на вайп и играй вместе со мной. Далее возвращаемся все к тем же квадратным фундаментам и делаем такую полку посередине стены. Все это дело впоследствии должно быть в металле. Это будет ваша будущая лутовая на 5 ящиков. Но эту лутовую еще нужно правильно построить. Здесь обратите внимание на последовательность, в которой я все ставлю. Например, нижнюю рампу нужно ставить сначала и только потом все остальное. Если вы сделаете наоборот, то эта рампа уже не встанет. Нет, дом вы, конечно, и так в любом случае построите, просто будет не очень удобно всем пользоваться. Я-то хочу, чтобы вы с кайфом играли и выживали. Пока ваш дом еще не достроен, обязательно ставьте двойную дверь, чтобы вас и ваших друзей через эту рампу не простреливали. По обустройству этой самой лутовой показываю прямо сейчас. Дом у нас полностью симметричный, и мы идем к другому нашему квадратному фундаменту. Здесь мы должны сделать абсолютно все то же самое. Если первую сторону я строил, использовав полет, то здесь я все строю, как будто бы у меня его нет. Я его использую просто, чтобы было быстрее. Когда 2 лутовые у вас готовы, дом должен выглядеть именно так. И если кто-то решит к вам залезть на крышу, он не сможет вас простреливать, потому что у вас там стоят двойные двери. Ну а глазами обычного игрока все это выглядит именно так. Здесь у вас будет уже 10 ящиков, которые находятся по разным концам дома, а также первоначальный отстрел, который заняли уже 2 ваших тиммейта. Для самого начала выживания это топ. Теперь смотрите, когда подкопите ресы, добавляем полку под нашим окном. Далее закрываем все это двухэтажными буферками. Под входом тоже добавляем стенки, но высотой в 1 этаж. С другой стороны мы делаем все то же самое, но только полки добавляем с 2 сторон, я кострами пометил. И также закрываем двухэтажными буферками. Вход делаем так, как это делаю сейчас я на видео. Соломенная крыша у вас будет временно. Потом мы ее снесем и сделаем более приемлемый вход. Когда вы будете готовы расширяться, выдалбливаем этот деревянный потолок. Далее делаем такую пристройку для выхода на этаж выше. И делаем уже
основной выход на будущий отстрел. Полку над подъемом лучше поставить заранее. Сделать это потом будет весьма проблематично, а ведь у вас там в будущем будет стоять турель. Выход реализуем с помощью двух двойных дверей. Снаружи это выглядит именно так. Теперь со стороны наших квадратных лутовых мы добавляем по одной буферке, но только обратите внимание, что эта буферка должна быть с оконным проемом. В будущем там будет находиться бункерный аккумулятор. Теперь мы должны сделать план фундаментов нашего будущего отстрела. Не пугайтесь тому, что фундаментов здесь ставится огромное количество. Почти половину фундаментов я сейчас снесу. Нам нужны только те, что я сейчас буду улучшать в металл. Как видите, только в начале это казалось пугающе. Далее смотрите внимательно. Слева, посередине и справа мы должны поставить полустенки. Потом на каждую из этих полустенок мы устанавливаем фрейм для двойной двери. И потом на эти самые фреймы мы устанавливаем окна высотой в 2 этажа. Но это на самом деле еще не все. Далее около нашего отстрела мы делаем такую временную пристройку и добавляем сюда оконный проем. Делаем это с двух сторон отстрела. Ее ни в коем случае не улучшайте, она нам вообще не нужна. По итогу у вас должна получиться примерно такая история. От этого отстрела зависит защита нашего дома, поэтому все это дело апаем в металл. С внутренней стороны просто ставим потолки так, как это делаю я на видео. Их я тоже рекомендую апать сразу в металл, потому что это дешево, дешевле, чем камень. Не забудьте, кстати, сюда такие бортики поставить, их уже можно в камень с концами улучшать. Не забудьте, что на отстреле у нас еще были пиксельные пики. Именно их мы сейчас и сделаем. Потолок на полустенке я ставлю, чтобы потом было проще передвигаться по территории. А так мы просто здесь должны поднять фреймы прямо до самой крыши. Сделать это мы должны с двух сторон нашего отстрела. Поэтому то, что я строю сейчас, это полностью аналогичная история. По улучшениям эти два объекта уже можно полностью улучшать в камень. Ну, потолки разве что можете в металл апнуть. И считайте, одну сторону отстрела вы сделали. Если что, эти пиксельные пики можно поставить и потом, мало ли у вас ресурсов не будет. Ну а с другой стороны мы делаем все то же самое. Как видите, пиксель-пики строятся в конце, поэтому если у вас нет ресов, это можно оставить и на потом. Какой-то суперзащиты это особо не прибавляет. Ну и потолки с этой стороны мы ставим так же, как мы делали это ранее. Теперь смотрите, в том месте, где у нас будет стоять в будущем бункерный аккумулятор, прямо около рампы, мы делаем такую пристройку на фреймах. Делаем мы это с двух сторон нашей базы. В будущем на этой пристройке будет стоять турель. Теперь мы должны правильно застроить центровину нашего дома. Здесь у нас будут располагаться сразу два комбат-спавна, выходы с которых должны быть обязательно на рампу. Это очень важное место в этом доме, поэтому лучше сразу апайте в металл. Все же это основной комбат-спавн, как-никак. И сейчас я покажу, как его надо обустроить, чтобы все было нормально. Когда поставите кровать, обязательно проверьте, что после постановки двойной двери она не выглядывает, а то ее сломать можно будет. С другой стороны мы делаем все то же самое, но я тут немножко покреативил, с вашего позволения. Далее очень важный момент. Смотрите, вот у нас есть такая рампа. Прямо напротив нее мы устанавливаем турель. Если у вас ее нет, ничего страшного, можно и потом. Здесь самое важное, вы не должны фреймом закрыть турель, то есть его нужно поставить чуть повыше турели. Далее просто добавляем проемы, ставим потолок и улучшаем. Потолки, как всегда, в металле. Далее поднимаемся выше, снова ставим целые стенки и добавляем два потолка. Над подъемом самое место для еще одной автоматической турели. Как вы, наверное, уже поняли, дом у нас полностью симметричный, и с другой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. Далее вот один подъем, вот второй подъем, и мы просто здесь все закрываем потолками. Все, кроме одного момента, то есть в серединке у нас не должно быть потолка. Там у нас будет будущий пик на саму крышу. Над турелью ставим такую треугольную крышу, которая будет направлена во внешнюю сторону базы. Это нужно для ее защиты. Ну а далее по всей окантовке дома ставим треугольные крыши, направленные в центр дома. Над турелью крыша должна быть обязательно в дефолтном камне. Также дефолтный камень обязательно должен быть около наших пиков через бортик. Это чтобы вас поменьше было видно. Все остальные можете улучшать во что по кайфу. Я улучшаю в металл, потому что это красиво. С рациональной точки зрения, конечно, лучше бы в камень. Ну а таким образом строится этот самый пик на крышу. Для этого дома этот пик подходит больше всего. Далее финальным аккордом является постановка вот таких рамп. Они защиты в принципе никакой не несут, поэтому их можно вообще в дерево улучшать. И вот у вас уже есть полноценный отстрел в самой верхней точке вашего дома. Теперь я покажу вам, что нужно сделать, чтобы вы смогли пользоваться пиком на крышу. Ставим в это место печку, далее в это место ставим либо сирену, либо Теслу. И все. Снаружи у вас все должно выглядеть именно так. Согласитесь, на этом этапе дом достаточно красивый. И это полностью законченный центральный вариант. Но нам еще нужно ветряки поставить в самый верх. Ставятся они в это место. Слишком сильно фреймы не поднимайте вверх, а то вас просто зарейдят и шкаф туда воткнут. А такого я не могу допустить. Ветряки мы ставим с двух сторон. Если вам энергии катастрофически будет не хватать, то на крыше есть место, куда можно поставить еще ветряки. Теперь, что касается наших нелутаемых локеров. Их можно поставить в любой момент, как они у вас появятся. Просто запрыгиваете
Отстреливаем и ставим прямо отсюда. Только смотрите, чтобы они своей лицевой стороной смотрели в стенку, чтобы нельзя было на них адаптеры повесить. Я знаю, у меня есть комментаторы, кто смотрит Вудкока, поэтому сразу проговорил этот момент заранее. Обязательно добавляйте над ними такие железные потолки. Без этих потолков это обычные локеры, просто в неудобном доступе. Теперь давайте займемся уже внешней защитой этого дома. Помните, здесь мы делали такой отстрел? Прямо по центру этого отстрела мы начинаем строить наш пиксель гэп. Ставим 4 соломенных треугольника и квадрат. Далее к этому квадрату ставим еще один квадрат тем же движением, как это делаю я на видео. Это максимально важно. Потом ставим к центральной полустенке потолок и ставим еще один потолок от дома. Если у вас что-то не получается, делайте те же движения, что и делаю я. Как видите, щель у меня появилась. А значит, я все сделал правильно, и это место можно застраивать. Ящики здесь ставьте без скинов и обязательно на замках. У меня все лутается, и этим пиксель гэпом можно пользоваться уже сейчас. Но я бы рекомендовал полностью застроить этот гейт сразу, потому что это действие как минимум отведет подозрение, что у вас здесь что-то может лежать. Но типа без гейта у вас просто будут натыканы полустенки около дома. Это будет весьма подозрительно. По улучшениям смотрите, сам пиксель гэп у нас обязательно должен быть либо в металле, либо в МВК. Это уже сами смотрите. А вот все остальное в этом месте уже можно улучшать в камень. Типа металл на это не нужно тратить, особой защиты это вам не прибавит. Ну и чтобы вам было удобно запрыгивать на высокий фундамент, просто поставьте себе деревянный треугольный фундамент. Двери рекомендовал бы ставить так, чтобы они открывались друг на друга. Мое мнение, что так ими будет удобнее пользоваться. Ну а в тех местах, где у нас должны стоять турели, мы ставим турели и закрываем их сетчатой дверью. И вот такой вот гейтхаус у вас получается. Я не устану это говорить, но дом у нас полностью симметричный. И с другой стороны мы делаем абсолютно все то же самое. Если что-то у тебя будет не получаться, обращайся в мой дискорд, там тебе помогут. Теперь между нашими гейтхаусами мы должны сделать бункеры. Ставим треугольник и от него ведем 7 квадратов. В конце устанавливаем треугольный фундамент. Далее все квадраты мы напрочь сносим и возвращаемся обратно треугольниками. По итогу у вас должны эти фундаменты пристыковаться к дому так же, как и у меня на видео. Потом обратите внимание, как именно я застраиваю эту часть дома. Чтобы у вас точно все получилось, вы должны делать так же, как и я. Здесь все апайте в металл, кроме потолков, где будут стоять ящики. Когда будете сверху ставить потолки, обратите внимание, чтобы у вас появились щели именно там же, где и у меня. Это нужно для того, чтобы бункер работал. Как вы знаете, новое DLC, вот этот контейнер, у него стенка уже, чем у обычной стены. В данном случае это плохо, поэтому улучшаем здесь в дефолтный металл, чтобы эта щель пропала. Ну а в самом бункере просто ставим сверху и снизу по ящику. В оконный проем пихаем аккумулятор и закрываем окном. Я аккумулятор забыл поставить, но вы знаете, что он там должен быть. Потом закрываем этот бункер стенкой и проверяем его работу квадратной крышей. С другой стороны мы делаем все то же самое. Разве что аккумулятор у нас с этой стороны не стоит. И не забудьте здесь каменный фрейм поставить. Обратите внимание, что этот бункер, который мы сейчас сделали, не запитан от дома, а значит он будет гнить. Поэтому сейчас нужно поставить дополнительный шкаф к вашему дому. Сейчас я покажу вам, как сделать фрихенд бункер. Мы берем квадратный фундамент в руки и устанавливаем его так, чтобы его левый кончик как бы входил в текстуру стенки. И устанавливаем. Стабильность у стенки должна быть от 76 до 78. И смотрите, чтобы щелочка была маленькая. Если у вас получилось огромное, то пробуйте заново. Ну а чтобы полностью избавиться от этой щели, мы должны поставить здесь оконный проем, чтобы он смотрел своей твердой стороной на нас. Также мы здесь должны поставить деревянную полочку для сундуков и закрываем все это дело в металл. Далее я рекомендую заменить бункерный квадратный фундамент на треугольный. Делается это вот таким легким движением билдинг-плана. Сейчас объясню, для чего это надо. Далее мы открываем наш бункер, и наша задача поставить квадратный фрейм прямо над ним. Обратите внимание, что когда вы его поставите, бункер обязательно должен остаться открытый. Мне удобнее делать это сверху. Внутри я ставлю два больших ящика, но можно и маленькие напихать. Теперь мы должны соединить два наших бункера фреймами. Если они у вас по каким-то причинам будут не ставиться, то есть стабильности не будет хватать, то проверьте, стоит ли у вас такой вот приколдесик, который я сейчас воткну. У меня не хватало стабильности как раз таки из-за него. Теперь все у вас законнекчено и гнить у вас ничего не будет. Для чего, собственно, мы это делали? Если вас зарейдят до центрального шкафа, то эти мультишкафы будут мешать вам поставить центральный шкаф обратно. Но так как у вас все ресурсы в нычках, вы можете отсоединить мультишкаф от дома таким образом. Вернуть шкаф в центр дома и далее вернуть все на свои места. Такой фрихенд бункер я показываю у себя на бусте достаточно давно. Если тебе он не нравится или не получается построить, то здесь можно абсолютно любой мультишкаф воткнуть. Можно такой, можно другой. Не суть. Самое главное, чтобы все было законнекчено. И это я показал на примере другой стороны. Дом у нас симметричный, но вы поняли. Теперь мы ставим высокие внешние стенки. Обратите внимание, что у нас здесь есть щель к нашему бункеру. Именно ее мы и закрываем этой самой стенкой. Я настоятельно рекомендую поучиться ставить эти стенки на креативе. Если что, даже если
если вам эти самые стенки снесут и увидят вашу щель в бункере, залутать эти ящики все равно не получится. Так что даже не переживайте на этот счет. Но и меня постоянно спрашивают, можно ли использовать каменные стенки вместо деревянных. Конечно можно, вот показываю живой пример. Ставлю их абсолютно аналогичным образом. Разве что около турели нужно немножко подальше эту стенку отодвигать. А то эта стена весьма широкая и может турели Vision перекрыть. А этого, понятное дело, нам не надо. Ну и с другой стороны также аналогично ставлю эти высокие стенки. По итогу вот так вот все это дело выглядит. И даже если стенка заходит на фундамент, она не мешает открытию бункера. Теперь мы должны поставить ежики на все наши пристройки. Чтобы их легче было ставить, добавляем вспомогательные треугольнички. Делаем эту процедуру со всех 4 сторон. А там, где у нас 2 бункера, добавляем еще такие бортики. Это нужно для того, чтобы если на ежики и прыгнули, то хотя бы не перелезли. Ну и плюс с них будет территорию удобно контрить. 2 стороны я вам показал, с остальных сторон все то же самое. Вот такой вот домик получился. Отдельную благодарность хочу выразить Максиму Максимову, а также всем остальным золотым подписчикам на Бусти. Спасибо, что поддерживаете меня. Не забывайте, что у меня есть свой личный телеграм-канал и чекайте другие мои ролики. Ну а я пошел придумывать новый дом.